Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо вам большое за то, что смотрите, доверяете. Роман Цветан прямо сейчас со мной на связи. Роман, здравствуйте. Приветствую. Спасибо большое, что нашли время, тем более, что есть что обсудить. И в военном смысле этого слова так точно. Какая сейчас обстановка на фронтах? И вот начать я предлагаю эту тему с событий даже не в Херсоне и вокруг Херсонской области, об этом мы поговорим. Ситуация на Донбассе какая? Есть опровержение уже о том, что были большие потери у Павловки под Угледаром у врага, и там даже чиновники выходят и говорят, что, мол, это не так, посмотрите. Но как бы обстрелы продолжаются, и ситуация действительно напряженная. Что скажете вы? Ну, если посмотреть на весь фронт, можно увидеть 4 участка. Один Херсонский, это правый берег Херсонской области, правобережье. Один Запорожский, так называемый, от Запорожья до Донецка. Второй, вернее, третий, это Донецкий, чисто Донецкий, где-то сейчас, можно говорить, от Угледара, Донецк, Бахмут, Лисичанск, до Лисичанска. И четвертый участок фронта – это тоже Донбасский, но Луганская область, это от Кременной до Сватова в сторону Валуек, до Троицкого. То есть вот 4 участка фронта. Тот, о котором вы спрашиваете, это Донецкий так называемый участок фронта. Это участок от Угледара до Лисичанска. На этом участке фронта ведутся интенсивные бои, интенсивные наступательные действия пытается провести российская армия, выполняя политический заказ Путина освободить с их точки зрения, с точки зрения россиян, освободить Донецкую область от украинских войск. Как раз Угледар – это юго-запад этого фронта, и именно в Угледаре в последнее время начались определенные боевые действия, которых до этого там не было. В районе Угледара сосредоточена украинская определенная угледарская так называемая группа войск, которая в принципе по уже погоде, по тому, как подсохнет, как может быть примерзнет грунт. Дело в том, что там Донецкий чернозем, там 50 сантиметров чернозем, а то и больше, в некоторых местах до 80 сантиметров. Это такая, смесь, если она влажная, она не даст проехать практически ничему, не пройти, не проехать. Гусеничная техника садится, не говоря уже о колесной. Потому украинские войска, в принципе, там не наступают, хотя у нас стоит задача выйти из-под Угледара на Волноваху и перекрыть там несколько десятков километров, чуть больше 20 километров, перекрыть железнодорожную ветку, которая, она одна, единственная, которая идет со стороны России в сторону Запорожья, на запорожское направление и в сторону Херсонской области. Именно с России напрямую, а не через Крым. Потому, естественно, эта группировка у нас сейчас готова выполнить боевую задачу, и понимая, что мы будем ее выполнять, россияне, скорее всего, поставили уже своим войскам задачу купировать это наше движение, плюс еще именно в Угледаре. Угледар прикрывает, угледарская группировка украинская, прикрывает тыл Марьинской группировки, которая сейчас стоит и борется в районе Донецка. То есть россияне Марьинскую группировку не могут сдвинуть с места, то есть мы держим Марьинку рядом с Донецком, потому они, один из механизмов, это зайти в тыл, а зайти в тыл можно только через Угледар. Естественно, эту задачу раньше ставили россиянам, которые стояли в этом районе. В основном это были донецкие мобилизованные, они ее не выполнили, отошли и, в принципе, больше не двигались. На выполнение этой задачи была переброшена морская пехота 155-ка с Тихоокеанского флота. Естественно, морякам поставили задачу по Донецкому чернозему взять какую-то рубеж какой-то. С этой задачей местные донецкие не справились, которые там воюют 9-й год. Естественно, моряки с Тихого океана на лихом коне решили с наскоку решить этот вопрос. Естественно, завязли в этом грунте, завязли в черноземе, их тут же накрыла наша артиллерия, разнесла вдребезги.
И именно именно об этом движении, об этом бестолковом, с военной точки зрения, бестолковой команде, естественно, бестолково выполнена, так как она выполниться сейчас не может. Мы из-за этого не продвигаемся в сторону Волновахи, хотя можем, но из-за того, что просто не пройдем по чернозему. А россияне, а тем более морская пехота, ну еще подводников бы достали с фронта и бросили бы выполнять задачи в чернозем. Потому такая проблема есть у россиян. Как они ее решать будут? Ну, откатиться назад и удержаться в тех позициях, в которых они сейчас стоят. Где стоят донецкие мобики? То есть донецкие же не совсем тупые. Они тупые, конечно, но не совсем. Там чуть-чуть еще мозгов осталось, потому они просто не лезут в такую погоду. Но эти, естественно, этот самый тельняшку наверх и вперед. Но это их проблемы. Решать они их, как они их будут решать, но это россиянам видно, командирам. Естественно, они сейчас их оттянули, то есть вернули на исходные позиции и пытаются теперь как-то рассказать родственникам погибших. Погибших очень много. То есть там больше трети. Это только 200-х, не говоря еще о 300-х, причем довольно-таки тяжелых. Сейчас легких ранений нет на этой войне. Оружие такое, что если уже ранит, то ранит навсегда. Люди уже не возвращаются в строй. Тем более в основном это убивает сразу. Раненые очень тяжелые. Потому можно говорить, что где-то примерно такой же, не 1 к 3, то есть сейчас уже другая, где-то 1 к 1. То есть, если 1 убитый, то 1 раненый, но тяжело ранен. То есть примерно 30% ушло, отминусовалось, и еще 30% в очень тяжелом состоянии. Ну, в принципе, проблема россиян, причем она такая же проблема по всей линии фронта, по всей именно на всем Донецком фронте. Вот эти все частично мобилизованные бросаются сразу на линию фронта, выполнять какие-то задачи, ну типа свежие войска. Они, естественно, не понимают, попадают под наш огонь. Там везде все пристрелено. Это Донецкий фронт, он там уже 9-й год. Мы же воюем в Донецком районе уже 9-й год. Естественно, там каждый куст пристрелян нашей артиллерией. Разносим все вдрызг, то есть в пух и прах. Естественно, еще раз повторюсь, донецкие часть ума есть. Они соображают, они не лезут. Естественно, перебрасывают вперед себя, бросают вновь прибывших. Ну вот они попадают в такой замес. Да, Ну, да, очень интересно. А как вы вот все-таки оцениваете перспективы именно вот наступления на этом, скажем так, участке, наступления россиян? Потому что была угроза вокруг Бахмута, она продолжает оставаться быть, но вот удалось все-таки вооруженным силам Украины купировать вот эту непосредственную угрозу? я еще, может быть, повторюсь, еще раз скажу. 9-й год, мы с 14-го года в этом районе держим оборону, наступаем или держим оборону, в зависимости от того, кто приходит к власти. Один у власти Минские вторые подписывают, второй приходит к власти и подписывают Минские третьи, потом кто-то может еще Минские пятые, но тем не менее там отрыта очень мощная линия обороны. Украинские войска именно на Донецком участке, вот именно Донецкий участок, вот этот, о котором я говорю, от Угледара до Лисичанска, включая и Луганскую часть Луганской области, он нами хорошо уже протоптан. 9-й год воевать, это там реально знаешь каждый куст, причем как этот куст ведет себя и весной, и летом, и зимой. Потому и россияне не выполнить задач наступления не могут, так как уперлись в ту линию обороны, которая, во-первых, отрыта уже 9-й год, и, во-вторых, эта линия обороны не с потолка взята, то есть это та линия, которая с военной точки зрения самая оптимальная для ведения активной обороны. Вот они в нее уперлись, естественно, пройти не могут. Потому мы и видим это уже какой-то месяц, по-моему, полгода как минимум, с мая. Мы видим то, что россияне просто не могут выполнить никакую задачу именно в этом районе, и они ее просто не выполнят, так как за этой линией фронта, за ней, если посмотреть в тыл, там несколько тысяч километров Европы. Естественно, эти несколько тысяч километров Европы этот фронт снабжают и просто не дадут ему отойти там, ни на
километр или там десяток километров. Россияне иногда за счет огневого вала, за счет определенных преимуществ, есть эти преимущества по количеству арты, по количеству огневого поражения, которое они реально могут нанести, они перемалывают некоторые наши рубежи, но мы уходим либо отходим назад, вытаскивая россиян на этот уже перемолотый рубеж, и дальше их там размолачиваем. А дальше, это называется, отошли, вытащили на уже перемолотые рубежи российские войска, дальше накрыли их артой и вернулись обратно, а то еще и захватили уже российские рубежи, в зависимости от того, выгодно это с военной точки зрения или нет. То есть у нас нет задачи удержать там километр украинской территории ценой жизни миллионов украинцев. Нет, этой задачи нет. Там военные воюют, и для них и отступление, и оперативное просачивание, и активная оборона — это как раз те виды действий военных, которые очень уместны, тем более на этом участке фронта. Особенно бахмутская проблема для россиян в чем? Дело в том, что сам по себе Бахмут — это большой площадной, это большой площадной ориентир, это я с летной точки зрения говорю, но на земле это большая площадь городских построек. И сейчас россияне просто подошли к границе города. Граница города является уже каждый дом, каждый бетонное какое-то укрепление, это само по себе, это не поле голое, это само по себе уже укрепрайон, естественно, они уперлись в него и пробиться не могут, начали его обтекать. То есть с юга и с севера пытаются обтекать. С юга группировка наша, которая из-под Часовьяра их остановила, придавливает как раз на южных границах Бахмута. А с севера им не дает обойти, город, который находится севернее Бахмута. И, в принципе, они просто зажаты в определенном пространстве, боевом пространстве, так называемом, фронтальном, и они просто ничего не могут сделать, тем более севернее, под Лисичанском, сиверская группировка, которая не дает им и удерживает уже в районе Северского Донца, удерживает Северный фронт, наступая на Лисичанск. Потому российская группировка просто уперлась в непробиваемую стену, но так как политическая задача стоит взять Донецкую область с их точки зрения, экономическая и техническая задача стоит взять, за Бахмутом проходит водовод, который питал раньше Донецк водой из-под Славянска, Срайгородка, Часовьяр и дальше на Горловку, Верхнекальмское водохранилище под Донецком забрасывалась вода. Так вот он сейчас полгода не работает, естественно, его надо взять, Бахмут им мешает. Они уперлись в Бахмут, и они будут постоянно бросать туда войска под нашу артиллерию. Пусть ее даже может и меньше, но тем не менее механизм перемалывания, то есть это карусель войны работает довольно-таки неплохо, и там по батальон в сутки теряют россияне, это около 500 человек на всем протяжении фронта от Угледара до Лисичанска. То есть это такая хорошая молотилка, которая перемалывает все частично мобилизованное мясо стада, это которое не готово к войне, и возвращает его обратно уже в качестве фарша. Хотя, кстати, перестали возвращать, начинают отписываться, что пропал без вести. Оптимальный вариант оказывается для военкомов отписываться, не отписываться, а прикрываться от родственников погибшего именно вот такой отпиской. Пропал без вести. Вопросов к военкому никаких, так это очень размытое понятие. Роман, а Херсон сейчас, конечно, на первых полосах всех изданий, и понятно, что там Салливан приехал, говорит, дадим оружие для того, чтобы ВСУ освободили Херсон. Торги определенные на политическом уровне просматриваются, что, мол, россияне отойдут от Херсона, и это сможет усадить за стол переговоров, даже такие версии. С военной точки зрения, то, что делают сейчас россияне в этой 15-километровой зоне берега левого, и то, что происходит на берегу правом Днепра, о чем говорит, о каких дальнейших событиях? Чуть, если
посмотреть сверху сбоку, да, как летчиков взлетели и посмотрели сверху сбоку, что происходит. Правый берег Херсона, Херсонской области россиянам не удержать, об этом уже понимают все, я думаю, даже уборщица в Генштабе Российской Федерации это прекрасно понимает. С военной точки зрения нужно отойти. Вопрос как? Больше 20 тысяч человек через две нитки не перетекут просто так, если и они начнут уходить. Их на отходе просто украинская арта разнесет, ну, как минимум половину. Ну, вот будет вот то, что в районе Павловки с морячками. Не там плавать решили, море с черноземом перепутали. Здесь та же самая проблема по правому берегу. Есть проблема, раз. Вторая проблема само политическое влияние на принятие военного решения. Это очень важно, так как, допустим, у украинского войска такой проблемы нет. У нас политики в армию не влезают. Они дополитизировались до 24 числа. После того, как пушки начали говорить, политики нервно курят в сторонке, максимум видосики снимают и все. А начали работать военные, и военные работают чисто по военным проблемам, по принятию чисто военных решений без политической окраски. В России наоборот. У них политики рулят процессом, естественно, давая команды военным для выполнения определенных задач. А вот теперь здесь самое интересное. Российская армия, она уже отличается от советской как минимум по одному критерию, по управляемости, в лучшую сторону. То есть российская армия – это очень хорошо управляемый механизм, который выполняет все задачи, все приказы, которые спускаются сверху и вплоть до низа. Никто приказам не противодействует или не филонит, в свое время так называлось. В советской армии этого не было. В советской армии был очень интересный подход к выполнению приказов. Не спеши выполнять первый приказ, может последовать второй, диаметрально противоположный. Потому в советской армии нивелировалась, будем так говорить, с одной стороны дурость командования, а с другой стороны политическое влияние на процессы. У российской армии такого нет. У российской армии, если утром политик встал, он видит ситуацию вот так, он дает приказ, и армия тут же ее выполняет, вплоть до последней запятой этого приказа. Если вечером ситуация либо у политика в голове, либо политическая ситуация в мире поменялась, идет второй приказ, и российская армия выполняет уже второй приказ, иногда диаметрально противоположный. Потому если смотреть опять сверху, сбоку, как летчики, то можно увидеть броуновское движение российских войск, воспринимающееся как полное разукомплектование, не управление войсками. Как раз наоборот, именно управление войсками – это просто проблема в политическом принятии решения и, естественно, выполнении этого решения. Потому то, что мы видим на правом берегу, это как раз зависит вот от того, в каком состоянии на данный момент происходят политические торги. Путин отправил гонцов во все политические центры принятия решений. Сидят эти гонцы в Америке, в Европе, в Азии, Китае, с Турцией, я так понимаю, в Иране и в Эмиратах. И, естественно, эти же самые гонцы сейчас сидят в Киеве. Вот этот российский центр Пономаревский, российский центр оппозиции, оппозиционный центр, который вот сейчас себя как-то позиционирует как российское оппозиционное движение, такой же гонец Путина. Вот если посмотреть их выражения и их высказывания, того же Гудкова с Фейгиным, они конкретно несут в эфир после съезда, это же, естественно, на съезде, то есть отход до 24 числа, дальше садимся и опять переговариваемся. То есть Минск-2 только в исполнении Гудкова, это Минск-3. То есть и вот таких засланцев российских в Украине тоже выше крыши. А естественно, они это дерьмо несут и по всему миру. Если президент Украины четко говорит, никаких переговоров до выхода на границе 91 года, то Гудкову Фейгина говорит диаметрально противоположное. Отход до границы 24 февраля и дальше садимся переговариваем лет 20, что будет с Крымом и Донбассом. И это в Киеве. Вот самое интересное, то есть это еще эти товарищи сидят в Киеве. Потому
Зря они там сидят. Если сейчас до украинских военных это дойдет, то им лучше бежать из Киева. Вот лучше бежать. Но такого уровня гонцы засланы во все, естественно, центры принятия решений. И в зависимости от того, какое идет обратная связь от этих гонцов, к Путину такие решения принимаются сейчас по правому берегу. Потому можно не говорить вот на сейчас, то есть на обед сегодняшнего числа, да, а к вечеру это может быть совсем другое решение. Потому вот то, что происходит вот сейчас. На правом берегу россияне, выполнив приказ выйти из городов, они сейчас покинули Херсон, покинули большинство городов Херсонской области, они вышли на линии обороны и сейчас готовы к наступлению украинских войск. Готовы и их встречать на правом берегу, биться, выполнять задачу, стоять насмерть вне городов. Это то, что на правом берегу. А на левом берегу, на расстоянии 15 километров от Днепра, ну, это первая, вторая, третья линия обороны. Одна линия обороны идет вдоль Днепра, вторая километров 10-15 вдоль Днепра, и третья где-то за 20 километров. Ну, стандартный набор 3 линий обороны, которые выполняет, в принципе, любая армия. И именно этим сейчас занимаются те войска, которые находятся на левом берегу Днепра. Потому вот на обед сегодняшнего дня это вот такая ситуация. Они ждут нашего наступления, они будут его удерживать на правом берегу. И если мы где-то прорываемся на левый берег в районе Херсона или Каховки, они будут удерживать наше наступление на левом берегу, причем готовясь к подрыву Каховской гидроэлектростанции. Почему эти 15 километров от Днепра вывезли людей? Это как раз зона затопления. То есть они готовы подорвать станцию, сбросить Каховскую воду Каховского водохранилища для того, чтобы отсечь украинское наступление. Потому сегодня наступление началось в другом месте, в районе Орехова на Мелитополь. Это с левой стороны Днепра. Ну, украинский генштаб, у них есть определенные механизмы для выполнения задач деоккупации, они их используют. Да, это, кстати, очень показательный момент. Я просто хотел бы, ну, поговорим о там контрударе, там, где его не ждут. Я вот хочу по Херсону понять, а почему вышли из городов? Ведь говорят, что крепость, Сталинград, Вучич вот назвал Сталинградом город Херсон. То есть воевать в городах россияне не будут? Опять, если на сегодня, на обед сегодняшнего дня, да, на данный момент принято решение воевать не в городе, то есть не оборонять город, а вывести там определенное количество войск, которое не будет увеличиваться. То есть война – это математика. Вот у них есть, допустим, 25 тысяч человек. Вот 25 тысяч человек могут выполнять одну задачу. Либо воевать в городе, либо воевать за городом на линии обороны. Но тогда при выполнении первой задачи линия обороны будет брошена, та, которая сейчас есть, будем воевать в городе. А при выполнении другой задачи количество войск ограничено. При выполнении другой задачи город будет брошен, а все войска будут на линии обороны. Вот если бы у них было не 25, а 50 тысяч войск на правом берегу, тогда бы они могли себе позволить быть и в городе, и на линии обороны. Потому на сегодня, на данное время принята военная задача воевать на линии обороны за городом. А вот опять, с военной точки зрения, это правильная задача. Почему? Потому что если украинские войска их выбьют с линии обороны, и не получится им удержаться за эту линию обороны, и тогда уйдут в город. Ну, тогда будет выполняться вторая задача остатками тех войск, которые могут оттянуться в город. То есть они увеличили полным выходом из городов на линию обороны, не увеличили себе окно возможностей, так называемое. То есть они создали еще одну возможность, еще повоевать в городе, а потом только бежать. Если бы они сразу нас, украинские войска, встречали в городе, то у них вот это окно сузилось бы до одной всего лишь ступеньки бежать. Если не получилось держаться в городе, сразу бежать. Потому увеличили, с точки зрения военной, это правильное действие. Да, это очень важно понимать, потому что это очень важное уточнение. А просматривается вот это приглашение к наступлению?
дело нас нельзя приглашать или не приглашать. Украинские войска выполняют определенную задачу деоккупации правого берега. Но нужно понимать глобально любую задачу любой армии. Первая задача, основная задача любой армии — это уничтожение армии противника. Где бы она ни была, неважно где. А вот уже деоккупация территории — это как следствие выполнения первой задачи, а не наоборот. И это, если кто делает наоборот, он теряет очень много своих солдат. Можно делать наоборот, конечно. То есть потеряв тысячи, десятки тысяч украинцев, деоккупировать, допустим, часть Херсонской области, а армию российскую не уничтожив только свои войска. То есть, естественно, украинское руководство идет по первой программе уничтожения российских войск на правом берегу, а их можно уничтожать бесконтактным боем. То есть их сейчас, особенно на правом берегу, очень неплохо себя чувствует наша авиация. Мы хармами выбили ПВО российское, потому ударная авиация, штурмовая, может выходить на линию атаки и ходить по головам россиян на правом берегу, что они сейчас и делают. Авиация, артиллерия, дальним контактно, без ближнего контактного боя, сохраняя свои жизни украинских войск. Потому это оптимальный вариант, который сейчас и делается. Когда будет движение украинских войск? А когда перемелем, допустим, вот есть какая-то линия обороны, допустим, Снегиревка. В Снегиревке стоит какая-то бригада, там в районе 1,5–2 тысячи человек. Вот когда в Снегиревке эти из 1500 сделают 300, останется 300, вот тогда и пойдет украинская армия на Снегиревку. Если там оставшиеся 300 российских войск добавят еще 1500, будем еще 3 дня обстреливать Снегиревку до того, пока опять не перемелем это все до 300 человек, которых можно уже, в принципе, щелбанами зайти и погасить. То есть вот такой механизм работы украинских войск, а не обратный. Самый оптимальный вариант в данных условиях, тем более как раз мы видим результаты механизма. Раньше, где-то недели 3-4 назад, мы слышали 100 человек, 150 человек, 200-х россиян. То есть это рота, полторы максимум. Сейчас мы говорим о батальоне, от 1,5 батальонов, 500, 700, 800 человек. То есть увеличили в 5-7 раз режим поражения россиян как раз именно из-за выполнения вот таких задач, о которых я сейчас рассказал. Да. В ближайшее время это все будет, но будет только тогда, когда перемелем российские войска на их позициях. Разрезающий удар в направлении Мелитополя – это перспективное направление? Как вам оно видится? Потому что были же, скажем так, сообщения о том, что там россияне тоже время зря не теряли и укреплялись на линии боевого соприкосновения. Единственное верное решение в решении проблемы, повторяю, масло масляное, в решении проблемы Южного фронта — это рассечение Южного фронта в любом месте. Вот от Запорожья до Донецка, если смотреть на юг, в сторону Азовского моря, в любом месте рассечения этого фронта приведет к обвалу всего фронта от Запорожья до Донецка. Почему? Потому что пересекутся линии снабжения. Это можно сделать от Угледара на Волновах, мы об этом уже говорили, и дальше до Мариуполя. То есть даже выход из Угледара на Волноваху уже как минимум на 50–70% уменьшит переброску войск с востока на запад в сторону Херсона с Ростова. То есть движение с Угледара на Мариуполь, движение из-под Гуляйполя, допустим, через Пологи на тот же Бердянск также рассекает эту группировку. Естественно, движение из-под Орехова в сторону Мелитополя. Почему Мелитополь интересен? Потому что он находится севернее на несколько десятков километров от линии береговой Азовского моря. То есть пройти от линии фронта до Азовского моря, допустим, с Гуляйполя или с Угледара до Мариуполя или Бердянска, надо плюсом еще, допустим, 30–40 километров. А до Мелитополя минусом эти 30–40. То есть выход из-под Орехова на Мелитополь — самый короткий путь для того, чтобы разрезать южный фронт на две части. Отсечь западную
херсонскую группировку российских войск от поставок восточной группировки. Потому, естественно, украинские войска точно будут это делать. Вопрос, когда. То есть движение от Орехова на Мелитополь обязательно будет после того, как сложатся определенные условия. Эти могут сложиться, допустим, после даже удара нашего по Волновахе. То есть сначала из Угледара выход на Волноваху, отсечение этой железнодорожной ветки. Через неделю в районе Мелитополя не останется снарядов, выработается недельный армейский запас, и все. И тогда можно идти уже из Орехова на Мелитополь. Потому вот такого рода действия, это все зависит от замысла нашего главкома. Голова у него работает, штаб работает, мы видим, как это все происходит. Потому здесь будет принято единственно правильное решение, как это делать, в какой последовательности и какими силами. Хватит у нас вооружения, Роман. Потому что вот эти там танки, которые там советские, модернизированные, это, конечно, все хорошо, но это позже, потому что своевременность поставок и объем, вот, наверное, сейчас самая обсуждаемая тема в контексте наступления ВСУ. Не хватает. На войне вообще нет такого понятия всего надо. То есть много оружия на войне не бывает. Но есть определенные позиции, которые не хватает больше всего. Вот основное средство поражения на любой войне, по крайней мере сейчас, на данной точно, и на ближайших войнах, это арта. То есть 80-90% поражения наносит артиллерия. Так вот, у нас нет паритета с россиянами партии, у нас ее меньше. Пусть она качественнее, пусть она дальше, но тем не менее все равно меньше, вот арты не хватает. Потому первое, что нам надо, это артиллерия, это стволы и, естественно, средства поражения, то есть боеприпасы. Второе – это броня. Брони также не хватает. Естественно, нужны танки, нужны и колесные, сейчас нужны и гусеничные, но нужны легкие танки. То есть как раз вот на данный момент нам бы больше нужны были бы те же Т-72, это 40-тонный танк, чем, допустим, тот же Леопард, 66 тонн по максималу есть такие, а Абрамсы 60 тонн. То есть в 1,5 раза тяжелее машина, она просто, если она завязнет в нашем черноземе, мы уже ничем ее не вытащим. Ну, это я утрирую, вытащим, конечно, но тем не менее. То есть проходимость нужна легкая, гусеничная техника, вот именно на этом этапе. Опять это вот сейчас этап, пока идут дожди. После того, как примерзнет, замерзнет, тогда уже любая техника, тогда уже нужны будут и Абрамсы, и Леопарды. То есть потребности фронта постоянно дышат в зависимости от погоды и от задач, которые стоят. Не хватает, однозначно, не хватает гусеничной, не хватает колесной брони. И, как сказать, категорически, очень не хватает авиации. То есть то, что мы просим уже последние несколько месяцев, полгода, как минимум F-16, А-10, F-15, неважно, любая авиация, которая сможет даже в такую погоду, естественно, в такую погоду, как сейчас, на себе принести на поле боя 5-7 тонн боеприпасов, одновременно высыпать их на голову врагу, но она железно наносит очень большой урон, потому что, допустим, вес того же снаряда 50 килограмм или вес боевой нагрузки у бомбардировщика до 7 тонн. Есть разница, то есть в раз. Потому не хватает еще авиации. Но если говорить о том, что не хватает, тут можно до утра разговаривать. Да, это действительно очень большой, скажем так, объемный вопрос. Я о политике немного хочу поговорить с вами, потому что тут Папа Римский всех за стол переговоров усаживает. Есть много материалов западной прессы, что, мол, переговоры и только переговоры. Вы уже коснулись темы гонцов, собственно, от Путина. И это действительно такой финальный спурт, что ли, да, вот прокачать эту тему, потому что международное событие к этому располагают. Там есть предвыборная определенная история в США, есть подготовка к G20. И «Ля Республика», да, вот «Ля Република», итальянская в том числе газета, говорит, что вот действительно вот Херсон обменяют на что-то большее. Как вы думаете, вот наше общество и вот маховик
вооруженных сил Украины, вот просто остановить легко, вот так, за один день политическим решением? Или это уже, ну, это уже невозможно? Где-то после весны, с начала лета, произошел определенный перелом в сознании и всего общества украинского, и в сознании, и уж точно в сознании и в выполнении задач украинской армии. Мы поняли, что мы в этой войне можем победить. Причем можем победить в ближайшей перспективе, не в дальней перспективе, а в ближайшей перспективе, и выбросить россиян за пределы 91 года, то есть освободив Крым, Донбасс. И если бы нам дали то железо, о которых я только сейчас говорил, в тот авиации, это можно было бы сделать еще и в этом году. Но, скорее всего, не получим мы авиацию, потому растянется это еще до весны. И этот именно перелом в сознании и народа, и армии, и вера в свои силы подняла до, ну, как минимум, пусть не 100%, ну, 80%, то есть больше 2/3, 3/4 населения сейчас прекрасно понимают, чем и как надо заканчивать войну. Полным разгромом россиян на нашей территории, выходом на границы 91 года и вступлением в НАТО. И это уже тоже перелом в мозгах людей и армии в том числе. То есть алгоритм действий простой. Разбили российскую армию, выбросили ее за границы 91 года, вступили в НАТО, а потом начинаем разговаривать. Только потом начинаются какие-то переговоры с теми, причем не с Российской Федерацией. С Российской Федерацией абсолютно не о чем разговаривать, как и с Советским Союзом. То есть сейчас очень просто аналогию проводить. Вот мы сейчас бы не разговаривали с Советским Союзом. Почему? Потому что его нету. Вот так же самое, по такой же самой причине не надо разговаривать с Российской Федерацией и ни с кем, кто представляет Российскую Федерацию как таковую. Можно разговаривать с теми правительствами, которые останутся после развала Российской Федерации. Мы это планируем, мы это прогнозируем, потому начинаем разговаривать с кем? С ичкерцами, с Ичкерией. Можем начать разговаривать, допустим, с бурятами или еще с татарами в теме Татарстана. То есть с теми правительствами или предполагаемыми правительствами тех республик, на которые будет разваливаться Российская Федерация. А за Российскую Федерацию нужно забыть, как за Советский Союз. И вот это уже есть в обществе, понимание это есть в обществе. А наши политики, которые, ну, каким-то образом в свое время выскочили на политический олимп и начали порулить, они вот что правильно делают, а это демократическое общество, они делают срез настроений украинцев, срез общества, и начинают его озвучивать. Они, может быть, и против этого среза, но тем не менее им приходится это делать, так как если 3/4 украинцев против переговоров, естественно, президент будет говорить, что он тоже против переговоров, он же не будет говорить обратно, потому что он завтра не будет президентом. Потому и политическое руководство начинает озвучивать хотелки, будем так говорить, украинского общества. Переломить это сверху не получается, не получится, потому что есть уже устаканившаяся понятная парадигма выполнения определенных задач. Повторюсь, уничтожение российской армии на нашей территории, выход на границы 91 года и вступление в НАТО. Все. То есть вот эта вот победа, это завершение этого цикла отношений с Российской Федерацией. Естественно, мы могилизируем этим движением саму Российскую Федерацию. Плюсом есть еще финансовые вопросы, которые будут подниматься, и они уже поднимаются. Сейчас есть уже определенное законодательство. Из-за геноцида украинцев, он уже реально всем понятен, он будет доказан в судах, потому что денацификация – это в чистом виде геноцид. Уничтожить нацию – это геноцид. То есть Путин, скорее всего, не читал юридических, ну, он, говорят, у него есть юридическое образование, скорее он купил себе этот диплом, никогда не был ни на одном занятии юридическом. То есть он провозгласил геноцид украинского народа. Это уже было в 1933 году. И это повторный геноцид, потому из-за геноцида украинского народа украинский народ, 40 миллионов человек, выставит финансовый счет всем россиянам. Причем все равно на что бы они не распались. То есть где-то
примерно есть уже цифры, это около $1 000 000 на каждого украинца, это 40 триллионов долларов. То есть это Российская Федерация, и все, что после нее останется, будет выплачивать лет 50 эти деньги, как это делала в свое время нацистская Германия, выплачивая всем народам, кстати, евреям в том числе. То есть здесь есть, по-моему, лет 70 они выплачивали определенные репарационные моменты, а здесь еще и геноцид, причем геноцид всем доказанный, не надо будет его сильно доказывать. Потому россиянам надо принимать во внимание, что ближайшие 50 лет украинцы разденут их до трусов. Вот трусы не будем забирать, им оставим, пусть прикрывают свою наготу, но до трусов все россияне будут разделены. И вот те, которые сейчас бегают, вот Абрамовичи, хотят себе нарахамить чуть-чуть скидок и снятия санкций, значит, будут они также раздеты, и Абрамович, кстати, и Арахамия также будут раздеты, если это самое, до трусов, потому что 40 триллионов украинцам, россиянам придется отдавать за геноцид украинского народа. Да, очень правильные слова в финале нашей беседы. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, напишите свое мнение обо всем происходящем. У меня финальный вопрос, он касается электроэнергии. Многие вот уже начинают, ну, как бы что-то подозревать, не роптать, не, собственно, не как бы не вестись по сценарию, да, или там на поводке у Путина, мол, такой же и план был, чтобы украинцев натравить на власть и, собственно, посеять смуту в воюющей стране. Поэтому Путин бьет по энергообъектам. Но подозрения закрались, и даже президент уже на них реагировал, призывал к какому-то, ну, справедливому решению вопроса с электроэнергией. Роман, вот с точки зрения военного, как вообще удары по этой инфраструктуре меняют расклады на фронте, меняют ли в принципе, и что с этой большой проблемой делать? Правильно ли ведет политику государство, когда вот эти веерные отключения, ну, пытается каким-то образом упорядочить, хотя это сложно получается? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте опять взлетим, отойдем в сторону и сверху, сбоку посмотрим на эту проблему. Есть такое понятие, как госрезерв. Так вот, в госрезерве должны находиться определенные вещи, определенные структуры, определенные материалы для того, чтобы ремонтировать критическую инфраструктуру, когда идет война. Для того и есть такое понятие, как госрезерв, но эта структура должна быть в госсобственности. И тогда на нее распространяется, естественно, определенные финансовые возможности государства по удерживанию двухкратного, трехкратного количества тех, допустим, тех же трансформаторов, то есть материалов для быстрого восстановления критической инфраструктуры. И это как раз то, вот сейчас все с этим столкнулись, но почему-то об этом никто не говорит. У нас проблема с энергетикой из-за того, что энергетика в частных руках. Да, Ахметов никогда в жизни 3 или 3-4 трансформатора на одну точку никогда в жизни не купит. Он частник, он не достанет эти деньги, это может сделать только государство. Потому когда была передана энергетика в руки частных структур, естественно, как только начинается война, все население сталкивается с вот этой проблемой. Та же проблема, кстати, если еще раз чуть отойти, еще может быть выше посмотреть, та же проблема и с землей. После того, как государство объявило о продаже земли, оно оторвало людей от земли как таковой. То есть пока земля была в государственной собственности, 40 миллионов украинцев знали, за что они могут бороться или должны бороться, иногда терять свою жизнь, когда кто-то нападет, допустим, та же Россия, неважно, за землю. Сейчас возникает вопрос, за что погибать, за чью? За землю Небулона
или за землю частника, который ее купил, неважно, кто ее купил. То есть, если вы разрываете этот процесс, отрываете людей от земли, то люди тогда уже не видят необходимости воевать за что, еще раз, за землю. То есть это всегда этот вопрос стоял: за государство, за землю. За государство — это ж не за милицию с прокурорами, правильно? То есть мы, если у нас была земля в государственном, это значит каждый, это была общая собственность. И мы тогда могли бы, и тогда была бы у того же правительства прерогатива призывать людей защищать, то есть мобилизовать и защищать людей свою землю. Сейчас у правительства нет такой прерогативы, вы ее продали, то есть правительство землю продало, а сейчас собирается загонять людей, ее защищать, проданную землю. Ну, собирайте целый Нибулон, там полк, бригада Нибулон, и вот она пошла на этот самый, на войну, да. Это я очень утрирую сейчас, но примерно движение. Такое же движение и в энергетике. То есть, естественно, если энергетика принадлежит, еще раз говорю, условному Ахметову, а таких Ахметовых много, и это российская фамилия, на Ов заканчивается, Ахметов, чисто российская. Таких Ахметовых много, и частников. Естественно, они не будут решать вопросы работы этой системы в боевых условиях, не имея, во-первых, финансовой подушки от государства, потому что она не государственная структура уже. А они считают свои деньги, и, в принципе, я даже больше скажу, имея, допустим, свои металлургические предприятия, которые очень много электроэнергии съедают. Тут еще вопрос, куда, допустим, тоже Днепрооблэнерго, ДТЭК, будет перебрасывать мощности, либо включать в село какое-то под Кривым Рогом, или на Криворожский или на Запорожский, допустим, медкомбинаты. То есть и это вопрос. Потому здесь сейчас вопрос к нашему правительству, к нашему президенту. Уже пора национализировать всю энергоотрасль, то есть сети, ну, некоторые сети, они и так у государства, сети облэнерго, особенно это генерирующие объекты, особенно балансировки, то есть это тепловая энергетика, балансирующие мощности, которые балансировать должны, опять же, они должны балансировать энергию атомную дешевую, но атомные реакторы не могут гонять вверх-вниз, потому для балансировки работы атомной энергетики нужны балансирующие мощности тепловой и гидроэнергетики. То есть эта вся сеть должна быть в руках у государства. И тогда, кстати, не будет, опять же, условный Ахметов просовывать нам так называемую зеленую энергетику. То есть это ветряки, это эти самые солнечные батареи, энергия из которых в десятки раз дороже атомной. Вот в десятки раз дороже атомной. И они все равно ее просовывают. Почему? Потому что государство обязано, а государство — это значит с нашего кармана, мы обязаны платить за эту энергетику в десятки раз больше, чем она стоит. То есть нам вообще не нужна эта энергетика. Нам, как потребителям и как государству. Слово «зеленое» это прикрывает слово, вот если отбросить зеленую, дорогущая электроэнергия. Тем более сама по себе ни один ветряк не сможет дать ни мощности, ни частоты в сеть. Для него опять нужна балансирующая мощность. То есть, грубо скажу, на каждый ветряк, который дает электроэнергию, должен быть генератор, который работает от угля. И по-другому просто невозможно. Ветряк не даст, не выполнит задач переброски энергии в сети, удержать и мощность, и частоту тем более. Это прекрасно знают энергетики, потому отсекать надо сейчас зеленую энергетику, брать к себе в государство все сети, всю генерацию. Атомная и так она у нас государственная, естественно, каждой атомной станции, и в первую очередь стать во главу угла как раз на базе этой всей именно атомной энергетики. То есть энергетики атомных станций должны у себя иметь балансирующую станцию для того, чтобы сбалансировать броски, а не наоборот. Не тепловики решают вопрос, сколько атомный реактор должен дать или не дать. У нас все поставлено с головы на ноги. Ну, это надо с этой властью прощаться, потому что, скорее всего, есть проблемы именно
в министерствах, коррупционные проблемы и связанные с олигархатом, которые выполняют задачи совсем не государственные. Так вот, без решения вот этой проблемы, без национализации энергетики будут у нас проблемы, но их можно выполнять. Это надо делать сейчас. Ну и, собственно, это уже и происходит. Есть сообщения там Жванию, Боголюбова, Коломойского, Укрнафта, еще определенные ну, вот, объекты, активы, да, контрольные пакеты объявили сегодня, что национализировали. И у Коломойского заявили, что они в шоке от такого решения государства. Это очень грамотное решение нашего государства, очень грамотное решение, ну, это, ну, пусть государства, потому что помимо энергетики есть еще системы, критические системы, это газ, это, естественно, нефть. Газ, нефть, то есть все, что связано с энергетикой, оно завязано в один узел. Потому оно должно быть во время войны, это точно во время войны оно должно быть национализировано. Но самое интересное, в этом пакете нет ни одной ахметовского предприятия. Нет там вопросов по энергетике. То есть, я так понимаю, ударили, ну не ударили, а выполнили правильную задачу именно пока вот по этой структуре. Следующий шаг мы ждем от нашего государства, от нашего правительства. Еще один шаг национализацию всей энергетической отрасли с выбрасыванием из нее зеленой так называемой энергетики. Пусть они у себя там в Германии, где угодно ставят зеленую, они уже на этой энергетике, на газе российском обожились, пусть еще эту энергетику ставят. Роман Цветан был мой собеседник. Спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, спасибо большое за просмотр этого видео. Оцените его лайком, напишите комментарии, как вы относитесь к мнению Романа, которое он высказал в финале нашей беседы. Ну и, конечно же, оцените начало нашего интервью и анализ того, что происходит на фронтах. Напишите, что думаете о судьбе Херсона. До скорого, берегите себя, увидимся на моем канале.